вы новый иммигрант, вполне возможно, что будет какая-то организация, которая будет предоставлять курсы и сможет вам помочь как-то в вашем поиске первой работы. Здесь действительно у американцев есть довольно большое перед нами преимущество, потому что их тренировали это делать всю жизнь. Ценится только американский опыт. Все, что вы делали до этого, вообще забудьте про это. Да ничего подобного. Все, что вы делали до этого, отличает вас от любого человека, который родился в Америке, у кого этого опыта нету. Не стесняйтесь своего прошлого опыта. Не надо его обесценивать. Ваш предыдущий опыт очень важный. Там наверняка найдется что-то, что применимо здесь. Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Мы на моем YouTube-канале. И это подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я хотела бы обсудить такую тему, которая возникает довольно часто в моих разговорах с подписчиками или с людьми, которые мне присылает компания Fairly Global, с новыми иммигрантами, которые ищут свою первую профессиональную работу в Соединенных Штатах. И вопрос этот заключается в том, насколько вообще ценен наш опыт за рубежом, насколько ценится наше образование, и можем найти свою первую работу в Америке, не имея ни американского опыта работы, ни американского образования. И из-за того, что этот процесс такой затяжной, часто стрессовый, конечно, все очень сильно зависит от рынка. Бывает, когда рынок бумирующий. Например, нам очень повезло, когда мы приехали в середине 2021 года. Мы нашли работу довольно быстро. Но это случается не всегда. И сейчас рынок, не совсем плохой, но значительно хуже. И поэтому у людей часто занимает довольно продолжительное время поиск своей первой работы. И, естественно, это очень фрустрирующий процесс, потому что люди сначала вообще не получают приглашение на интервью. Это уже очень хороший знак, когда они начинают получать свои первые приглашения на интервью. Потом они получают отказы после интервью и очень маленькое количество обратной связи от компании, потому что они не обязаны здесь давать никакой фидбэк кандидатам, которым они отказывают. И все это приводит к тому, что в какой-то момент начинает казаться, что этот процесс бесконечный, что ничего не движется, что вы находитесь в точке ноль, и у людей автоматически появляются мысли о том, что никому мы здесь не нужны со своим предыдущим опытом в другой стране, и, возможно, стоит пойти с нуля получать американское образование, и только так вы сможете найти работу. Сразу скажу, что да, это тоже путь, но это довольно дорогой и долгий путь. То есть вообще, на самом деле, не очень много людей, которые могут действительно пойти и получать там высшее образование в Америке, например, просто потому что им нужно уже здесь и сейчас зарабатывать на свою семью, да. Да, такие мысли, они неизбежно появляются, наверное, практически у всех новых иммигрантов. И более того, я довольно часто вижу, что в сети различные люди, которые чаще всего пытаются продать вам свои услуги, этим пользуются и рассказывают вам, что да, вам нужно срочно какое-то американское образование, вам нужно пройти какие-то курсы, или вы вообще не устроитесь, допустим, на свою работу без американского опыта, поэтому вам нужно получить какую-то другую профессию. И в некоторых случаях это правда, в некоторых случаях действительно очень сложно устроиться, потому что ваш опыт не совсем легко применим в Америке, потому что реалии очень разные. Но для большого количества профессий это не так. Поэтому я бы хотела сегодня довольно подробно остановиться на этой теме, разобрать вообще ваш интернациональный опыт, тот факт, что вы иммигрант, тот факт, что вы пожили в другой стране. Это ценится или это вообще никому здесь не нужно? И буду я говорить в первую очередь об Америке, потому что это то, где я живу, это то, где я помогаю людям с поиском первой работы. Это та страна, о реалиях которых я знаю сама по своему опыту. Но могу при этом сказать, что по моим разговорам там, с моими друзьями, например, на Западную Европу частично это тоже может быть применимо.
И прежде чем начать, я хотела вам сказать о том, что, в данный момент, когда это видео выйдет, у меня уже появился мой второй канал, англоязычный канал, на котором будут выходить в том числе видео и про новых иммигрантов, про поиск первой работы и так далее. Почему я сделала второй англоязычный канал? Потому что, во-первых, мне хотелось зацепить большую аудиторию, потому что, допустим, люди, с которыми я общаюсь, новые иммигранты, они не только русскоязычные, они со всего мира. Например, очень часто я общаюсь с людьми из Ближнего Востока или из Азии, и им точно так же нужна помощь. Из Латинской Америки тоже здесь очень много людей. И плюс, потому что на английском языке есть довольно много спикеров, с которыми мне бы было очень интересно сделать интервью и поделиться с вами их взглядами, потому что это профессионалы или это люди, которые сами прошли длинный, трудный путь, в результате которого они достигли того, чего они хотели. Мне бы очень хотелось поделиться этими историями в том числе. Но помимо работы, помимо темы иммиграции и возврата к профессиональной карьере, там будут и другие темы, например, наши разговоры с моим мужем Юрой, который начинающий музыкант и проект-менеджер в Samsung, которые выходили в формате сказок для клипов на этом канале, будут также продолжаться и на англоязычном канале. А также там будут и другие темы, например, тема войны в Украине. Это то, что очень сильно волнует меня лично. Это то, за что я чувствую в том числе свою собственную ответственность, потому что это моя родная страна, которая в данный момент стала фашистским государством и нападает на Украину и убивает мирных жителей там. Поэтому это тема, которую я также записала несколько интервью на англоязычный канал с людьми, которые, несмотря на то, что они американцы, несмотря на то, что они не связаны напрямую с Украиной, они живут за океаном, они все равно не безразличны, они что-то делают, они открывают волонтерские организации, они приезжают в Украину, активно помогают. Это люди, которые делают намного больше, чем я, и они рассказывают очень личные истории, истории о том, как война происходит на самом деле в реальной жизни. Истории о том, что они видели своими собственными глазами. Мне кажется, что этим очень важно делиться, и это вы можете также посмотреть на моем англоязычном канале. Ну, а теперь давайте начнем. И давайте начнем с того, почему вообще возникают такие мысли. Да, почему людям так сложно найти свою первую работу в эмиграции. И, во-первых, вот тот факт, который я уже немножко упомянула, что некоторые профессии действительно очень сложно переносятся на американские реалии, даже несмотря на то, что у вас был опыт в этой профессии за рубежом. И, наверное, первое, что приходит на ум в этом случае, это врачи и юристы, потому что эти профессии лицензируемые в Америке, во-первых. Врачи, возможно, ваш опыт более трансформируем на Америку, но при этом вам все равно необходимо получить американское образование, чтобы работать здесь врачом, вам нужно получить американскую лицензию. И я не знаю точно подробностей, я знаю, что обучение на врача, если вы работали врачом за рубежом, займет меньше времени, чем обучение на врача с нуля, но все равно это очень дорогостоящий, очень долгий процесс получения лицензий. И несмотря на то, что врачи здесь зарабатывают действительно очень достойные, очень хорошие зарплаты, не каждый человек на это решится по причине того, что у людей может просто не быть времени. Да, то есть если нужно зарабатывать здесь и сейчас, не факт, что человек готов посвятить несколько лет учебе. Хотя я вижу примеры, я вижу истории, вы можете найти это в YouTube, на форумах, где люди рассказывают об успешном опыте, о том, как они приезжали сюда, о том, как они получали дополнительное образование. Некоторые люди получают гранты и не платят за свое образование. Не знаю, насколько это можно сделать совсем бесплатно или они просто получают скидки, но действительно я знаю достаточное количество успешных примеров,
но при этом я прекрасно понимаю людей, которые не всегда готовы пойти и посвятить столько времени получению этой лицензии. С юристами, наверное, даже сложнее обстоит дело, потому что мало того, что это лицензируемая профессия, здесь еще есть такой аспект, что реалии, допустим, стран, таких как Россия, или других стран из постсоветского пространства, ну, или, не знаю, ближневосточных стран, они очень сильно отличаются от реалий США. Допустим, большая часть опыта работы юристом в одной стране может быть абсолютно неприменима к другой стране, потому что различаются законы, потому что различаются процессы работы, различаются процессы судопроизводства и прочее. И здесь, помимо того, что нужно получить лицензию, по сути, многим людям приходится начинать работу с нуля и начинать получать опыт работы с нуля. И, можно сказать, забывать большую часть своего предыдущего опыта. Опять же, ну, есть люди, которые очень успешно это делают, но не каждый человек готов на это пойти. Помимо таких профессий, где существует прям то, что называется hard barrier, то есть очень высокий порог входа, есть и профессии, которых порог входа ниже, но все равно их довольно сложно прям вот так взять и перенести свой опыт в прошлой стране на Америку. Например, это продажи, да, то есть, во-первых, опять же, коммуникация деловая, то, как люди продают то, что важно, допустим, вашим потенциальным клиентам, допустим, в странах постсоветского пространства, и здесь они могут очень сильно отличаться, и несмотря на то, что, допустим, вам не нужна лицензия для того, чтобы работать в продажах, вам может понадобиться переучиваться, да, то есть многие вещи, к которым вы привыкли, возможно, здесь будут делаться совсем по-другому. Это раз. А два, людям, которые работают в продажах, нужен сразу очень высокий уровень языка. То есть не все люди приезжают сюда с хорошим уровнем языка, есть люди, которые приезжают вообще без языка, есть люди, которые приезжают со средним уровнем языка. И если среднего уровня языка будет достаточно на большой спектр профессий, например, в IT, для девелоперов это вполне нормально не говорить на свободном английском, то когда вам нужно общаться с людьми, когда вам нужно работать с людьми каждый день, и это, ну, по сути, ваша основная профессия, язык должен быть очень неплохой. Это не значит, что вам нужно говорить без ошибок, без акцента и идеально. Нет, но вам важно, чтобы любую мысль, которую вам нужно донести до клиента, вы могли донести, чтобы вы могли это переформулировать, если ваш клиент вас не понял, чтобы вы могли отвечать на любые вопросы сходу. По сути, чтобы вы разговаривали на хорошем, близком к свободному разговорном уровне. И опять же, не все люди могут это сделать сразу же, как они приезжают в Америку. Плюс, опять же, с продажами тоже вот мы недавно разговаривали со знакомыми, которые работали раньше в продажах, и, приехав сюда, поняли, что они не хотят продолжать свою работу в этой сфере. Здесь связано то, что в продажах не очень высокие зарплаты и очень высокая конкуренция. То есть получается, что здесь даже менее выгодно работать в продажах, чем у них на родине с точки зрения уровня жизни, который человек может себе позволить. То есть мало того, что нужно выучить хороший язык, очень большая конкуренция, чтобы получить свою первую работу, и зарплата, которую, ну, обещают по достижении обоих этих критериев, она не такая высокая, чтобы за нее прямо бороться. То же самое, наверное, с журналистами частично. Здесь тоже очень много своей специфики работы журналистов, и тоже нужно очень высокое знание английского языка. По зарплатам, наверное, кстати, у журналистов достойные зарплаты здесь. Ну, и это все приводит к тому, что определенная прослойка людей, довольно значительная, действительно не может по объективным причинам сразу же вернуться в свою профессию, приехав в Америку. И некоторые люди, как я уже говорила, стремятся и добиваются и возвращаются в свою старую профессию, а некоторые люди решают просто поменять профессию.
Например, вот один из таких, наверное, самых популярных путей — это переучивание в QA, в тестировщиков программного обеспечения. Это прям массово здесь, потому что это профессия, которая связана с IT, в которой высокие зарплаты, действительно очень высокие зарплаты. Это, естественно, не зарплата девелопера, но это очень неплохая зарплата. То есть вы можете позволить себе жить как высокий средний класс по прошествии там 3-4 лет в этой профессии с нуля. Ну, реальные случаи реальных людей, которых здесь довольно много. При этом обучение на эту профессию не занимает так много времени. Обычно люди учатся от 3 до 6 месяцев, потом проходят стажировки. То есть, если вы, допустим, ищете себе школу, хорошие школы предоставляют стажировку по прохождению обучения, то есть вы получаете реальный американский опыт, и потом вас также учат, опять же, хорошие школы учат вас, как составить резюме и как показать себя на интервью, потому что если вы, допустим, приходите на интервью и говорите «я без опыта работы», то обычно интервью на этом заканчивается. Ну, то есть оно не заканчивается, с вами все еще вежливо поговорят, возможно, зададут вам еще какие-то вопросы, но, скорее всего, вы получите отказ, потому что, ну, здесь так не принято, да. Но при этом довольно большое количество опыта можно показать так, что это будет применимо к тестированию программного обеспечения. То есть довольно большое количество людей, довольно большое количество профессий так или иначе что-то в своей работе тестируют. И поэтому, да, хорошая школа вам объяснит, какой из вашего предыдущего опыта может быть расценен как связанный или не напрямую связанный, но все равно так или иначе связанный с тестированием. Но это, кстати, не единственный путь, потому что, опять же, вот мы недавно разговаривали с знакомыми, они мне рассказали про организацию, о которой я до этого не знала. Она называется ADA Developers Academy, и это организация, которая абсолютно бесплатно предоставляет курсы для людей с нуля на профессию Full Stack Developer, и учатся там 6 месяцев. И по прошествии этих 6 месяцев они отправляют на 5 месяцев стажировки. То есть они обязываются предоставлять стажировки всем своим студентам. Ну, и это классно. То есть стажировка, по сути, это уже опыт работы реальный. То есть когда, допустим, вы разговариваете с работодателем на интервью, тоже людей это иногда удивляет, но в Америке большинству работодателей абсолютно неважно, платили ли вам за ваш предыдущий опыт, во-первых. То есть, допустим, если это стажировка, абсолютно неважно, была ли она оплачиваемая. Но часто, во-первых, эти стажировки могут быть оплачиваемые, а во-вторых, несмотря на то, что это стажировка, несмотря на то, что это не полноценная работа с точки зрения того, что вас не берут в штат компании и там, возможно, не всегда официально оформляют, но это реальный опыт работы. То есть вы получаете знания, и потом вы получаете конкретную практику применения этих знаний. Вот. И я уверена, что это не единственная организация, но, опять же, фишка этой организации в том, что это абсолютно бесплатные курсы для тех, кого туда приняли. Единственное, у них есть условия. Я знаю, что именно эта программа, она нацелена на диверсификацию сотрудников, которые работают в этой области, разработчиков, full-stack разработчиков, и они принимают женщин и представителей меньшинств, представителей ЛГБТ, возможно, кого-то еще, но, по сути, это группы населения, которые недопредставлены в этой конкретной профессиональной области. И в Америке, на самом деле, очень много такого. Я каждый раз удивляюсь, когда я слышу о новой организации, которая очень хорошо работает с точки зрения, что есть успешные кейсы, есть истории конкретных людей, которые проходят через это и находят работу, и получают знания, которые применимы. То есть это не бесполезная трата времени. Я каждый раз удивляюсь, когда слышу о новой и новой такой организации. В Америке действительно есть такая специфика, что здесь очень много негосударственных благотворительных организаций, нацеленных
на решение той или иной проблемы, задачи. В том числе есть организации, которые помогают иммигрантам или меньшинствам, и они делают очень неплохую работу, поэтому я вам советую, если, допустим, вы новый иммигрант, посмотрите в эту сторону. То есть поищите, вполне возможно, понятно, что там, допустим, университет вас не примет учиться бесплатно, но вполне возможно, что будет какая-то организация, которая будет предоставлять курсы именно для таких людей, как вы, и сможет вам помочь как-то в вашем поиске первой работы. Да, я довольно много говорила о людях, которые не могут применить свою предыдущую профессию здесь, в Америке, и им приходится переучиваться. Но на самом деле есть и огромное количество людей, профессии которых абсолютно легко применимы. Ну и опять же, из самого очевидного это IT, ам, девелоперы, тестировщики, Product менеджеры тоже очень часто. Единственная проблема Product менеджеру нужен будет получше уровень языка. Но представители всех этих профессий могут совершенно спокойно применять свой предыдущий опыт здесь, в Америке. Возможно, не 100% своего предыдущего опыта, но большую, значительную часть своего предыдущего опыта абсолютно спокойно можно перенести и применить здесь. При этом я, опять же, вижу очень большое количество людей, с которыми я лично разговариваю, или посты которых я читаю, допустим, в группах, Facebook-группы, это здесь очень распространенное явление, которые пишут, что, да, они представители вот именно этих профессий, которые легко переносимы на американские реалии, но при этом им очень сложно найти первую работу, они не могут это сделать, они спрашивают советы и так далее. И из моего личного опыта первое, чем сталкиваются люди, первая проблема – это резюме. И резюме здесь пишется по определенным стандартам, которые часто значительно отличаются от того, как пишут резюме в других странах. И здесь, наверное, я не буду очень подробно на этом останавливаться, но у меня было отдельное видео про резюме, где я прям подробно все разбирала по разделам на примере своего собственного резюме. Я оставлю ссылочку здесь. И также я уже говорила про некоммерческие организации, которые помогают новым иммигрантам, и несколько раз уже упоминала название Upwardly Global. Это компания, для которой волонтерю я сама. И это компания, в которой мы с моим мужем, когда мы только приехали, проходили курсы. Они учат писать резюме, они учат проходить интервью. Почему я осталась там волонтерить? Потому что мой собственный опыт был супер позитивным. То есть, во-первых, нам действительно повезло. И я тоже оставлю здесь ссылочку на видео про то, как я получила свой первый оффер. Моя первая работа была в Амазоне, и я нашла ее за месяц. Я абсолютно этого не ожидала. Я говорю, частично это был очень хороший бумирующий рынок в тот момент, но львиная доля нашего успеха в том числе была в том, что Upwardly Global мы их сразу же нашли, и они объяснили нам, как все это работает здесь, в Америке. То есть мы не делали многих ошибок, которые делают другие люди, потому что мы, по сути, с самого начала четко следовали их инструкциям, и это привело к успеху. Из таких самых распространенных моментов, которые я лично часто встречаю в разговорах с людьми, первое, наверное, и самое главное, это то, что нас в нашей культуре не учили себя рекламировать, себя презентовать, продавать себя работодателю, да, то есть рассказывать о себе с точки зрения того, что мы хорошие профессионалы, что мы знаем свое дело, что мы имели опыт взаимодействия с теми или иными рабочими задачами, мы знаем, как с ними справляться, и мы можем рассказать конкретные истории из своей прошлой работы, когда у нас была задача, мы делали определенные шаги для ее решения и получали какой-то результат. То есть это то, чему здесь дети учатся на самом деле практически со школы. Когда они делают какой-то проект, научный, исследовательский, какой угодно, и потом презентуют этот проект и рассказывают
о том, что, как они сделали, какой результат они получили, зачем они это делали и так далее. То есть здесь действительно у американцев есть довольно большое перед нами преимущество, потому что их тренировали это делать всю жизнь. Нас этому не учили, и это действительно вещь, которой новые мигранты, которые сюда приезжают, они должны учиться во многих случаях практически с нуля. Этому можно научиться, это не так сложно. Более того, американская система хороша тем, что она очень формализована. То есть здесь есть четкие правила, которым нужно следовать, чтобы, допустим, хорошо рассказать этот пример. Есть четкие схемы, по которым вы отвечаете на вопросы, да, то, что называется здесь поведенческие вопросы на интервью. Но без опыта это очень сложно сделать. Поэтому, во-первых, я оставлю здесь ссылочку. У меня было видео про то, как проходит интервью в Амазоне. Я рассказывала это с точки зрения интервьюера в Амазоне. Я активно интервьюирую. В Амазоне, на самом деле, большинство сотрудников активно интервьюируют, потому что процесс найма в Амазоне предполагает очень большое количество интервью, и интервьюеров постоянно не хватает, поэтому всех сотрудников мотивируют проходить курсы интервьюеров и интервьюировать кандидатов. Поэтому, да, вы можете посмотреть это видео здесь. Но момент, который я не устаю повторять новым иммигрантам, приезжающим сюда, когда мы говорим будь то о резюме или о прохождении интервью, это что ужасно важны детали. Детали, конкретные детали ваших предыдущих проектов, того, с чем вы работали, это то, что отличает вас от других кандидатов, это то, что позволяет интервьюеру поверить в то, что вы действительно это делали, то, что вы разбираетесь в том, о чем вы говорите, то, что вы понимаете, как работает бизнес и так далее. И ваши личные детали– это то, что отличает вас от других кандидатов. Потому что, понятно, что, допустим, если я собеседуюсь на позицию продакт-менеджера, я сама продакт-менеджер, поэтому я привожу этот пример, то будет огромное количество кандидатов на ту же самую вакансию, которые будут приходить и рассказывать, как они делали тот или иной проект, как они составляли план, как они делали бюджет для этого проекта, как они общались, допустим, со своими коллегами, партнерами и клиентами, обсуждая какие-то требования к этому проекту, как они составляли прототип, как они его тестировали, как они получали какой-то фидбэк, как они вводили это все в производство. Да, то есть вот эта схема, она будет очень похожая, она будет практически одинаковая, каким бы проектом вы ни занимались. Но при этом, если вы рассказываете о ваших конкретных деталях вашего конкретного проекта и рассказываете о какой-то сложности, которая произошла именно в вашем проекте, расскажете о том, чем этот проект отличался от всех остальных. Покажете какую-то дополнительную неодноступенчатость этого проекта. Это не то, что вы пришли, вот у вас была схема, да, которая подходит для любого проекта, приложили эту схему, сделали А, Б, С, Д, и все заработало, да. В каждом проекте могут быть какие-то особенности, да, там был какой-то сложный клиент, у которого было очень четкое требование, которое было сложно исполнить. Или у вас, допустим, не было каких-то данных, которые вам были нужны, и вы их откуда-то достали. Или, допустим, у вас было много, то, что здесь называется stakeholders, людей, которые там вместе работали и которым был важен результат этого проекта, и у них были разные приоритеты, или у них были разные требования, вам нужно было это все собрать вместе и как-то из этого все-таки сделать общий проект. И это заняло большое количество переговоров, и вы предлагали, допустим, свои идеи, решения для этих людей, чтобы им помочь. Или, допустим, у вас был клиент, который не до конца понимал, что вообще им нужно, и вы предлагали им там разные варианты. Вот вариант А, вариант Б, вариант С, вы рассказывали им, в чем плюсы одного варианта перед другим, в чем могут быть возможные риски и минусы, и клиент, допустим, вам давал в этот момент больше информации о том, что именно им важно, и вы помогали ему выбрать там один из этих вариантов, или вы, допустим, дополняли один из этих вариантов и создавали что-то новое с новыми данными от клиентов. То есть вам важно показать, что это была именно ваша работа,
то, что в этой работе был именно ваш креативный процесс, то, что в момент выполнения проекта вы думали именно об этом конкретном клиенте, вы думали о том, что можно, допустим, взять из другого проекта и применить здесь, а что нужно сделать специально для этого клиента, как это адаптировать и что можно было бы сделать иначе. И вот когда люди слышат эти детали, я, как уже сказала, во-первых, они больше вам верят, они верят в то, что вы действительно разбираетесь, в том, что вы специалист, в том, что дай вам какую-то новую задачу, и вы тоже можете применить ваши предыдущие знания, но и применить вашу собственную креативность, какой-то нестандартный подход. И когда они слышат, вы никогда не знаете, какая из этих деталей, допустим, откликнется вашему интервьюеру. Но чем больше вы даете деталей, тем больше вероятность, что это вызовет у интервьюера какой-то эмоциональный отклик. Плюс, допустим, большинство ваших интервьюеров будет работать на похожей должности. И если вы можете интервьюера чем-то удивить, допустим, у меня были кандидаты, которых я интервьюировала, которые мне действительно удивляли. То есть мне рассказывали какое-то свое решение на каком-то проекте, и я такая: вау, блин, возможно, я это тоже когда-нибудь применю в своей работе. То есть это очень крутое решение, которое, допустим, вот так сходу бы не пришло мне в голову. И вот этот вот момент, когда вау происходит, да, в голове у интервьюера, это эмоциональный отклик, и эмоциональные моменты, они запоминаются. Поэтому, когда этот интервьюер будет писать о вас фидбэк для других участников команды, интервьюирующей вас, он, скорее всего, вспомнит этот момент, он, скорее всего, его подчеркнет. И в разных компаниях может быть по-разному, но в Амазоне, допустим, когда происходит вот последний этап интервью, который называется панельное интервью, интервью-луп, после этого интервью все участники интервьюеры встречаются на то, что называется дебриф, и обсуждают свое мнение о кандидате. И главные аргументы, которые используются в этих обсуждениях, это аргументы из примеров, которые им рассказывал кандидат. И чем больше, вот я говорю, таких запоминающихся моментов, тем больше интервьюер будет за вас, по сути, уже делать вашу работу. Он будет вас рекламировать для своей команды. Если интервьюер действительно восхитился каким-то моментом из вашего предыдущего опыта, он будет вашим бесплатным пиар-агентом, допустим, перед другими интервьюерами. И я очень часто вижу, что это происходит на дебрифах, особенно если человека что-то поразило, этот человек обязательно об этом скажет всем, обязательно этим поделится. И если одного человека что-то поразило, скорее всего, это поразит и других людей. Да, и это, наверное, самый главный совет, который я могу дать людям. Ну, помимо вот конкретных инструкций, которые вы можете посмотреть в видео, которые я говорила до этого, старайтесь показать свою индивидуальность. Старайтесь как можно подробнее рассказывать о том, что конкретно вы делали и что отличает именно вас от всех остальных сотрудников. И еще, наверное, такой маленький аспект. Спрашивайте у интервьюера, сколько у вас есть времени на ответ и насколько подробный ответ они хотели бы услышать. Например, бывают моменты, когда вам задают достаточно общий вопрос. Например, какие основные функции вы выполняли на предыдущем месте работы? Amazon не задаст вам такой вопрос, но другие работодатели могут. И этот вопрос довольно общий. И вы не всегда знаете, что именно конкретно от вас ждет интервьюер. Ну, то есть я бы, наверное, если бы я задала такой вопрос кандидату, хотя бы я ее не задала, потому что я, скорее всего, прочитала это в резюме. Но если бы я задала такой вопрос, я бы ожидала ответ краткий. То есть я бы ожидала, что я делал А, Б, С и Д. Ну и в конце, возможно, бы кандидат спросил меня, хотите ли вы услышать о чем-то из этого подробнее. Или я бы ему сказала, что вот расскажи мне, пожалуйста, о том, что ты делал вот по пункту Б, да, подробнее. Но бывает такое здесь, в Америке, что интервьюер задает вот такой вот общий вопрос, а ждет от вас довольно развернутого ответа, да, то есть не просто перечисление функций,
а какого-то вот истории, да, о том, о конкретном проекте, например, который вы делали, да. И вот здесь я просто слышала истории конкретные, когда человек вроде отвечает АБЦД, а потом получает в ответ фидбэк, что здесь можно было бы подробно рассказать и представить какой-то вот конкретный пример из рабочей истории, да. Ну, честно, на мой взгляд, это очень плохая работа интервьюера, это ленивый HR, будь то, или там сотрудник, и это абсолютно дурацкий вопрос, но это встречается, и поэтому я советую вам быть проактивными, потому что проблема в том, что хороший интервьюер, да, из вас вытянет любыми способами, задаст вам 100-500 вопросов, но вытянет из вас всю информацию, которая ему нужна. Ленивый интервьюер задаст вам вот такой вот расплывчатый вопрос и будет ждать от вас чего-то, чего вы не знаете, что он будет от вас ждать. И если вы не предоставите ему то, что он от вас будет ждать, то, к сожалению, вы получите отказ. Поэтому, да, будьте проактивными и спрашивайте. То есть, допустим, вот если вас спросили, какие функции вы выполняли на прошлой работе, вы можете перечислить эти функции и сказать, что у вас есть, допустим, примеры на любую из этих функций, да, из вашей предыдущей работы. О чем бы вы хотели услышать поподробнее? Или хотели бы вы, чтобы я рассказал вам какой-то конкретный проект? Будьте проактивными, вам это действительно поможет. Последний момент, который тоже довольно часто является таким большим стопором, почему люди с трудом находят первую работу, а некоторых людей это вообще останавливает от того, чтобы искать профессиональную работу, и люди застревают на том, что здесь называется survival job, то есть какая-то работа, которая не требует предварительной квалификации и никак не связана с предыдущим опытом человека и его предыдущим образованием. И преграда – это язык. То есть далеко не все люди приезжают сюда с хорошим знанием языка. И даже те люди, которые приезжают сюда с хорошим знанием языка, очень часто стесняются на нем разговаривать. То есть есть какой-то барьер у людей, им кажется, что их язык недостаточно идеальный, что у них какой-то не тот акцент, что они делают слишком много ошибок, что им просто стыдно начинать разговаривать с человеком, который здесь родился и знает этот язык намного лучше, чем они сами. И вот эта преграда, которая требует немалых усилий от человека самого и намерения что-то с этим делать. Ну, первое, что с этим можно делать, это общаться. И это ужасно сложно, особенно когда у вас есть стыд, когда у вас есть какие-то психологические к этому преграды. Ну, единственное, что я могу посоветовать, это начинать разговаривать, несмотря на свой стыд. Бояться, кринжевать, но приходить и говорить. И, возможно, вам придется там 10 раз переступать через свой стыд, 20 раз переступать через свой стыд. Но со временем, постепенно вы просто привыкнете к этому. И когда вы получите какой-то хороший позитивный фидбэк от людей, а скорее всего вы его получите, потому что большинство людей здесь очень добродушно относятся к иностранцам, которые приезжают, для кого это не родной язык, и они все равно стараются на нем разговаривать, потому что в Америке на самом деле не принято учить иностранные языки. Немного людей знают какой-то другой иностранный язык на хорошем уровне, и поэтому они очень уважают мигрантов, которые говорят на своем родном языке и плюс еще говорят на английском. В общем, со временем вы получите какой-то фидбэк, и это немножко пройдет. Опять же, у меня было отдельное видео про языки, о том, как я сама учила разные языки. Я помимо английского знаю литовский, потому что я прожила в Литве 7 лет. Я знаю китайский, потому что я его учила в университете и год училась по обмену в Пекине. Еще я учила испанский в университете. И вот о всех этих языках я рассказывала довольно подробно свои собственные истории вот в этом видео. Очень много кринжа, которого я сама, собственно, переживала, когда я начинала пытаться говорить на языке, на котором я говорила очень плохо. Очень много советов, которые помогали мне самой как-то с этим справиться. Поэтому, да, для кого эта тема актуальна, очень советую видео про языки.
Я не профессионал, я говорю просто про свой собственный опыт, но мне кажется, что он может помочь людям. Но опять же, несколько советов вот конкретно для новых иммигрантов, которые хотят вернуться в свою профессиональную карьеру, но не уверены в своем языке. Что я могу сказать? Первое — это не делайте это двуступенчатой задачей из серии «я сначала вот сейчас выучу язык до хорошего уровня, и потом я начну заниматься поиском работы». Нет. Ну, понятно, что если вы приехали с нулевым уровнем языка, ну, наверное, хотя бы полгода вам нужно поучить язык, да, потому что, ну, вам будет просто, у вас не будет даже базового словарного запаса, чтобы что-то сказать. Но если у вас есть хотя бы уровень pre-intermediate, и если, тем более, если у вас есть уровень выше, начинайте это делать одновременно. Вы можете учить язык с помощью подготовки к интервью. То есть вам важно будет, чтобы подготовиться к интервью, вспомнить все эти примеры из своей прошлой работы. Вам важно будет вспомнить их детально и прописать, какой бы уровень языка у вас не был. Примеры вам придется прописывать, потому что там будет очень большое количество мельчайших деталей, которые вы будете постепенно вспоминать и потом забывать, если вы не будете их записывать. Если, допустим, человек, который хорошо говорит на языке, ему достаточно записать себе просто какие-то ключевые слова, тезисы и так далее, человек, который находится в процессе изучения языка, возможно, это будет прописывать все намного более подробнее. Возможно, там первые примеры, там первый десяток примеров вам придется прям дословно прописать от начала до конца всю историю. Возможно, вам придется их вызубрить наизусть. Если у вас есть преподаватель, вы сможете отработать эти примеры с преподавателем, то есть вы можете найти себе преподавателя по английскому языку, которому вы скажете, что моя задача — это найти работу в Америке, моя задача — это подготовиться к интервью. И вы будете приходить на эти занятия, и вы будете отрабатывать примеры, которые вы будете рассказывать своему работодателю. Ну и, возможно, там ваш учитель английского не сможет вам дать фидбэк с точки зрения интервьюера, но сможет дать фидбэк с точки зрения того, как вы строите предложение, насколько уверенно вы звучите, а также о том, что вы можете сделать лучше, где вы можете немножко поправить, где вам нужно доучить. Вы сами будете тренироваться, вы будете постепенно получать эти навыки, и чем больше вы будете это все проговаривать, пускай там заученное наизусть в самом начале, тем больше у вас будут запоминаться какие-то конкретные фразы, которые вы можете в будущем использовать, какие-то формулировки, тем легче вам в будущем будет импровизировать на интервью, потому что это то, что вам действительно придется делать, как бы вы хорошо не прописали и не заучили ваши примеры, вам все равно будут задавать какие-то вопросы, и, возможно, допустим, ваш преподаватель английского так или иначе тоже может с вами это проработать, может задать вам какой-то дополнительный вопрос, может с вами поговорить не по бумаге, а просто вас спросить что-то, допустим, рассказать ему про работу. И вы будете так или иначе это все тренировать. Это можно делать, как я говорю, с преподавателем английского, но также это можно делать и, допустим, с волонтерской организацией Upwardly Global. Я всегда всем советую проходить как можно больше пробных интервью, потому что это то, где вы получаете отзыв, будь то о вашем английском, о том, как вы формулируете и так далее, или о сути того, что вы говорите, что, допустим, какие конкретные детали вы можете добавить, какие могут дополнительные вопросы возникнуть у интервьюера, что не хватает в ваших ответах и прочее, прочее, то, что вам, скорее всего, не даст компания, когда вы будете проходить интервью. То есть, по сути, вся та же самая практика языка, только тематически. Вот вам важна эта конкретная тема сейчас поиска работы. Уделите максимальное внимание именно этой теме во время изучения языка. Допустим, чтобы устроиться на работу, вам не обязательно знать, как по-английски будет там завязать шнурки или как заказать еду в ресторане. Сфокусируйтесь на конкретных темах. Остальную часть языка, что-то связанное с бытовым разговором, вы доучите потом в спокойном режиме, когда у вас уже будет полноценная работа, когда у вас будет достаточное количество денег, чтобы уже не думать об этом. Вы сможете совершенно спокойно пойти на курсы и доучить обычный базовый язык или все что угодно, что вам не хватает. И второй момент с языком — это уверенность. Уверенность в себе, которая тоже вырабатывается только с помощью практики. Тоже пример с Upwardly Global. У них, кстати, есть language coaching, то есть это, как сказать, не языковые курсы,
но это 10 встреч с волонтером Upwardly Global по изучению языка. Опять же, вот то, о чем я говорила, очень узконаправленное на поиск работы. И вот сейчас у меня есть одна студентка, ну, точнее, клиентка волонтерской организации. Она из Португалии, и она говорит на очень хорошем английском. У нее отличный вокабуляр. Она прекрасно излагает свои мысли, но она очень в себе неуверенная. И она каждый раз боится, она говорит, что для нее это большое напряжение каждый раз, когда она говорит по-английски, и большой стресс. И я чувствую, что огромная часть ее проблемы именно в том, что она еще не чувствует себя уверенной. Она очень сильно стрессует просто от того, что ей нужно говорить на незнакомом языке, несмотря на то, что говорит она прекрасно. Я не вижу вообще никакой проблемы для нее с точки зрения прохождения интервью, если только не вот ее вот эта вот внутренняя неуверенность в себе. И здесь вот с такими людьми здесь важно понять, в чем их цель и почему они сомневаются. То есть, что они думают, им не хватает в их языке. Да? И когда вот я пыталась задать ей этот вопрос, оказалось, что она вообще на самом деле не так уж и сильно для себя это формулирует. То есть она не понимает, да, она говорит, вот у меня случилось плато, да, и мне кажется, что я сейчас не прогрессирую в языке, и меня это напрягает. И я ей говорю, ну на самом деле плато это не всегда плохо. То есть нам не обязательно выучивать язык до какого-то идеального уровня. Нам не обязательно избавляться от наших ошибок, нам не обязательно избавляться от нашего акцента. Это не то, что позволит нам получить работу. Важно, чтобы нас понимали, важно, чтобы мы могли донести мысль. И у нее все это есть, да? То есть в чем цель? Что ей кажется, ей не хватает, чтобы стать уверенной. И я помню вот один момент, она мне сказала, говорит, я думаю, возможно, я слишком быстро разговариваю, потому что, например, в португальском языке они разговаривают значительно быстрее, и она привыкла быстро разговаривать на своем родном языке. Я говорю, ты знаешь, если бы вот как со стороны, я бы никогда не сказала, что говоришь быстро. Возможно, я бы сказала, что говоришь медленно, когда тебе нужно подобрать какое-то слово. Но это не настолько медленно, что это прям мешает коммуникации. Ну, то есть просто она может сделать, ну, такую несколько секунд паузу периодически, да. Не часто, абсолютно нормально воспринимается. Но в остальном у нее темп разговора, ну, либо такой же, как у американцев, либо чуть медленнее. И она так удивилась, потому что она на самом деле думала, что она говорит быстро. И это удивительно, насколько наше сознание может искажать ситуацию, насколько изнутри для нас может что-то слышаться по-другому, как это слышится другому человеку. И поэтому вот здесь тот совет, который я ей дала, чтобы понять, что вообще ей нужно и получить какую-то уверенность, это записывать себя на диктофон. Это ужасно кринжовая история. Я это делала в своей жизни, я знаю. Ну и, собственно, я это делаю сейчас. С появлением YouTube как бы я уже как-то избавилась от этого кринжа, записывания себя на камеру. Но вначале это ужасно, ужасно тяжело делать. И ужасно заставлять себя слушать потом это, потому что тебе сейчас кажется, что ты просто умрешь от того, что ты услышишь, насколько это будет нелицеприятно. Вот. Это действительно то, что очень сильно помогает людям, которые пытаются справляться со своей неуверенностью. Потому что когда вы слушаете себя на записи, вы, во-первых, можете оценить со стороны, и очень часто, подавляющее большинство случаев, отзывов людей, которые записывали себя на диктофон, не для того, чтобы это куда-то выложить, а просто вот для себя, что никто это не услышит, кроме вас, да. Вот люди, которые записывались на диктофон и слушали потом эту запись, подавляющее большинство людей говорят то, что они услышали, было лучше, чем они ожидали. То есть, когда вы чувствуете вот эту вот зажатость, неуверенность, стресс и так далее, вам кажется, что все ужасно, вам кажется, что вот то, что вы услышите, это невозможно слушать ни вам, ни кому-то другому. Когда вы понимаете, что ну нет, ну можно это слушать, ну что-то же вы сказали, мысль свою вы донесли, вы говорите понятно, ну там задумались в какой-то момент сделали какую-то ошибку, но по сути вы свою задачу выполнили. Какой-то месседж, который вы хотели донести, вы его донесли, да, и это уже
немножко людей расслабляет, потому что я чувствую, что на самом деле вот этим вот своим стрессом, вот этой своей зажатостью мы делаем намного хуже. То есть человек в стрессе, который хорошо говорит даже на языке, может наделать огромное количество ошибок, которые он бы не сделал, если бы был расслабленный. Когда мы в стрессе, у нас в голове вертятся какие-то иногда циклические мысли, тревоги и так далее, которые отнимают огромное количество концентрации. Если эту концентрацию высвободить и посвятить на то, о чем мы говорим, то мы начинаем говорить намного лучше. И поэтому, когда человек, допустим, просто понимает, что все не так плохо, как он думал, его немножко попускает. Вот, это во-первых. А во-вторых, вот в таких записях вы можете действительно услышать какие-то моменты, над которыми стоит поработать, которые, допустим, ну, вам самим лично не нравятся, или там объективно ухудшают понимание того, о чем вы говорите, или субъективно для вас вам просто не нравится, что вы, допустим, не знаю, там, ошибку в спряжении глагола делаете, да? И тогда, зная вот этот конкретный момент, мне нужно поработать над спряжениями глаголов. Вы идете и работаете над спряжениями глаголов. И тогда вы сдвигаетесь с этого плато, потому что у вас есть конкретная цель, и для решения этой конкретной цели есть какие-то методы, которые там часто можно просто нагуглить в интернете. А если вы не знаете, как с этим справляться, то вы приходите к своему преподавателю и говорите, что у меня вот такая-то цель, у меня вот такая вот проблема. И 100% ваш преподаватель вам так или иначе помогает, дает какой-то совет, как работать с этой конкретной проблемой. Потому что профессионалу очень легко работать с обозначенной, конкретизированной проблемой. А вот с проблемой то, что я переживаю о своем языке, работать намного сложнее. Быстро расскажу свою личную историю. Для меня был момент с английским языком такой переломный. Когда я работала в хедж-фондах, еще когда мы жили в Литве, я работала в британских хедж-фондах, вся моя работа была на английском, и я уже к тому времени работала, наверное, года 3. Я начала активно выступать на конференциях, на созвонах с нашими партнерами, еженедельных. У меня появился довольно такой внушительный кусок, где-то минут 10-20 я рассказывала о том, что вот я со своей командой делала, о нашем прогрессе и так далее. И я как бы уже к тому времени 2-3 года работала на английском языке. Как бы я его знала довольно неплохо и так далее. Но вот сам этот момент этих презентаций, когда я безумно волновалась от того, что мне нужно выступать перед полузнакомой аудиторией и рассказывать им что-то, что они не знают. То есть я должна была показать какую-то экспертность. Мне нужно было каждую неделю что-то новое им рассказывать. И что-то, что для них должно было бы быть важным. То есть мне нужно было хорошо подбирать, о чем я буду говорить. И помимо этого мне нужно было это делать на английском языке. И все это просто, я помню, что меня поначалу перед этими звонками, наверное, там час-полтора, я просто не могла ничего делать, потому что я волновалась так, меня трясло. При этом я очень хотела это делать, потому что это был как бы такой новый этап в моей карьере. Но я кринжевала вот прям по полной программе. Я стрессовала, я не знала, что с этим делать. И я помню, что вот пару раз после таких звонков я поняла, что мне кажется, что я ужасно экаю, что половина моей речи это вот когда я думаю и пытаюсь сформулировать, я забываю слова, и, в общем, какой-то кринж, какой-то ужас происходит. И я помню, что, да, вот после второго такого раза я поняла, что мне нужно, наверное, все-таки себя записать на диктофон и понять, насколько все плохо на самом деле. Это в моей голове только я половину разговора экаю, или на самом деле я половину разговора экаю, и слушать меня абсолютно невозможно людям, которые меня слушают. И я помню, что на третий раз я записала таки себя на диктофон. Я помню, что мне заняло, наверное, несколько дней, чтобы собраться и это послушать. То есть я собиралась несколько раз, но выключала эту запись на второй-третьей секунде, потому что я понимала, что нет, я не готова, это настолько ужасно, я боюсь и так далее. Ну вот я говорю, у меня несколько дней ушло на то, чтобы заставить себя таки это послушать. Я это послушала,
И это оказалось так же ужасно, как в моей голове. Я действительно постоянно экала, я поняла, что меня слушать невозможно. Это какое-то безумие. И в тот же вечер я записалась не на курсы, а вот на отдельные занятия с преподавателем по сценической речи. И я помню, что вот мой запрос был именно сценическая речь на английском. Ну, мы занимались с преподавательницей, которая была актрисой, действующей актрисой театра. И вот очень большое количество упражнений, которые мы делали, они были именно вот по сценической речи, по выступлениям и так далее. Мне кажется, я прозанималась с ним, может быть, около полугода. И что я извлекла из этих занятий, это вот я постепенно набирала уверенность, потому что я рассказывала ей в свободной обстановке вот эти свои краткие выжимки, которые я должна была бы рассказывать на конференции. Ну и не только это, на самом деле, я помню, что мы какие-то эти речи, допустим, Линкольна, речь Линкольна, я помню, что я учила наизусть и тоже ее рассказывала. И я помню, что он мне показывал какие-то фишки, как интонации можно помочь, как можно, допустим, паузы заменить вот это вот мое эканье, и какие-то другие вещи, плюс работа с телом, как можно, допустим, ну, постараться просто, сделав какое-то, не знаю, движение плечами, руками и так далее, немножко снять вот этот вот зажим, снять вот эту вот скованную позу и так далее. Я бы не сказала, что я от этого на 100% избавилась, но это действительно давало мне уверенность о том, что я знаю свою проблему, я знаю, в чем конкретно моя проблема, и я с ней работаю. И просто вот сам факт, что я поняла, идентифицировала проблему и нашла способ ее решения, уже вот со второго раза, по сути, когда я себя записала, я поняла, что стало намного лучше. Я просто, ну вот сам этот факт придал мне некой уверенности. Вот, а теперь давайте поговорим о хорошем, да, о том, в чем ваш плюс как иммигрантов. И особенно в Америке, в стране полной иммигрантов, в стране, созданной иммигрантами, ваш зарубежный опыт будет цениться, потому что во многих компаниях, особенно в крупных компаниях, диверсифицированных компаниях, есть такая философия, что люди с разнообразным опытом, команда, которая состоит из людей с разнообразным опытом, может выдавать наиболее нестандартные решения. А нестандартные решения – это как раз то, что ценится на рынке. Зарубежный опыт работы – это, по сути, огромный плюс в копилку вот этой диверсификации. Да? И у вас есть этот диверсифицированный опыт просто по факту того, что вы иммигрант. Да? То есть люди говорят, ценится только американский опыт, все, что вы делали до этого, вообще забудьте про это. Да ничего подобного. Все, что вы делали до этого, отличает вас от любого человека, который родился в Америке, у кого этого опыта нету. Ну и понятно, что первое, что ищут компании, там, рекрутеры и так далее, это релевантные скиллы, релевантный опыт работы. То есть, если у вас нет релевантных скиллов, если у вас нет релевантного опыта работы, будь у вас там самый дефицитный опыт, работу вы, скорее всего, не получите. Но когда у вас есть релевантные скиллы, когда у вас есть релевантный опыт работы, он показан достаточно в резюме там, или вашими рассказами на интервью, тогда ваш иммигрантский опыт становится вашим огромным плюсом. Помимо этого, есть некоторые качества, которые отличают иммигрантов от людей, которые, допустим, ну, всю свою жизнь прожили на одном месте, да. И эти черты – это адаптивность и стрессоустойчивость, то, что здесь называют resilience. Потому что, когда вы переезжаете на новое место, даже если вы переезжаете в другой город, а тем более, когда вы переезжаете в другую страну, вы подвержены большому количеству рисков, да, вы едете куда-то в неизвестность, где все может быть совсем по-другому, чем то, к чему вы привыкли. Ну, многие вещи, кстати, могут быть такими же, но какие-то вещи будут совсем другими, и вы не всегда заранее знаете, что конкретно будет так же, а что конкретно будет по-другому. И поэтому в момент, когда вы приезжаете на новое место, вам приходится адаптироваться.
вам приходится сравнивать то, что вы видите вокруг себя, с тем, к чему вы привыкли у себя в стране, проводить какой-то анализ и думать, что, допустим, вам нужно изменить, как вам нужно поменять свое поведение, как вам нужно по-другому в каких-то ситуациях взаимодействовать с людьми и так далее. И сам вот этот вот процесс постепенной адаптации к иммиграции дает вам огромный опыт, которого нету у большого количества людей. Я, кстати, недавно смотрела статистику, какой процент людей живет в других странах, не в тех странах, в которых они родились. И вот как вы думаете, какой процент? Можем устроить небольшой интерактив. Если вы хотите угадать, напишите свой ответ в комментариях. Посмотрим, насколько он сойдется с настоящим ответом. Настоящий ответ – это всего 3% людей. В Америке, возможно, это чуть больше, чем 3%, но все равно подавляющее большинство людей живут там, где они родились. И у них нет вот этого опыта адаптации, который есть у вас. Опыт адаптации невероятно помогает, когда вам нужно адаптироваться к новым проектам, к новым компаниям, к новым коллективам и так далее. А еще есть такой аспект, который, когда вот его слышишь, он кажется удивительным, но на самом деле подавляющее большинство людей не могут то, что здесь называется follow directions, то есть следовать по инструкции. И удивительно, я сама себя ловлю на этом очень часто. Когда, там, допустим, кто-то мне говорит, сделай вот то-то, то-то и то-то, я понимаю, что если я не до конца вот сконцентрирована на том, что мне человек говорит, я услышу то, что я хочу услышать, да, и это не всегда будет то, что человек сказал, да, то есть у нас есть какие-то установки в голове, у нас есть какие-то мысли, какой-то контекст, и мы часто слышим не то, что нам говорят другие люди, то, что они говорят, переработанное и наложенное на наш контекст, да. Ну и в эмиграции, ну и в Америке в частности, нужно проходить огромное количество бюрократических процессов, чтобы получить свои документы. И вот это вещь, которая очень хорошо учит людей follow directions. Потому что, допустим, когда вы приходите в миграционную службу, вам дают список документов, что конкретно вам нужно сделать и как это должно быть написано и так далее, да, если вы не до конца читаете все эти инструкции, не до конца их выполняете, вы приходите на следующий раз в миграционную службу, и вам заворачивают половину ваших документов. Говорят, вот здесь исправить, вот здесь исправить, вот здесь исправить. И вот так вот и ходите, пока вы не научитесь дословно следовать этой инструкции. Да, мне кажется, что это очень-очень важный опыт, потому что, ну, вот, допустим, чтобы вам научиться составлять резюме, чтобы вам научиться отвечать на вопросы на интервью, так, как это делают здесь американцы, вам нужно часто забыть свой предыдущий опыт прохождения интервью и написания резюме и следовать конкретным инструкциям. И да, мне кажется, что иммигрантов, которые уже прошли через всю бюрократическую волокиту, этому навыку научить намного легче, чем других людей. Поэтому, суммируя это все, я могу вам сказать, как минимум, не стесняйтесь своего прошлого опыта. Не надо его обесценивать. Ваш предыдущий опыт очень важный. Ваш предыдущий опыт, там наверняка найдется что-то, что применимо здесь. Даже если вы, допустим, врач, который решил не получать лицензию, да, в Америке, а решил переучиться на какую-то другую профессию, например, тоже в April Global я как-то волонтерила, был поток, который переучивался на аналитиков данных. И я приходила, отвечала на их вопросы, да, вот этой вот группой, которая проходила обучение. И очень часто люди, которые, допустим, из других сфер, да, задавали вопросы. Вот, допустим, я был врачом раньше, сейчас я учусь на аналитика данных. И мне сложно понять, как вообще, допустим, мне искать первую работу, потому что у меня нет опыта. И что я всегда говорю этим людям, то, что, во-первых, если вы были врачом и учитесь на аналитика данных, скорее всего, опыт у вас есть, потому что какие-то данные вы анализировали. Врач анализирует данные. Да, вы не делали это там 100% своего времени.
вы, допустим, не анализировали это так глубоко, как это делает аналитик данных, не всегда, но при этом вы однозначно анализировали данные, и это будет ваш релевантный опыт, который, допустим, если не work experience, ну там в опыте работы вы можете указать, то вы можете это указать в additional work experience, там, где вы указываете опыт, который не 100%, но частично релевантен к новой профессии. Это, во-первых. А во-вторых, тот факт, что вы, допустим, работали раньше врачом, дает вам огромный контекст в области медицины, которого, допустим, не будет у человека, который там, ну, может быть, там 5-6 лет проработал аналитиком данных, но никогда не работал в медицине. Старайтесь использовать это. Это то, что здесь называется ваш leverage. То есть это ваше огромное преимущество для конкретных работодателей. Например, вы можете пойти аналитиком данных в сферу медицины. И когда работодатель с вами разговаривает, когда он думает, брать вас на работу или нет, работодатель будет в том числе взвешивать, допустим, сколько времени уйдет на ваше обучение, да, и чем меньше времени уходит на обучение, тем лучше для работодателя, потому что, ну, часто, допустим, в большие компании вы приходите, они закладывают, что первые там 3-6 месяцев вы не приносите компании дохода. Вас это время обучают, и вы вряд ли что-то классное за это время для них сделаете. Но, допустим, если вас нужно там немножко чему-то доучить, как аналитика данных, но при этом вы знаете отлично медицинский контекст, и вам не нужно объяснять то, что придется объяснять другому сотруднику, который пришел из другой индустрии, возможно, у них намного меньше времени уйдет, чтобы объяснить вам какие-то технические вещи по аналитике, но при этом вы знаете контекст, вам не нужно будет ничего объяснять, более того, возможно, вы можете им что-то рассказать, чего они не знают. И это важная вещь. Это иногда решающая вещь. Опять же, мой личный пример, когда я искала свою первую работу в Литве, мы переехали, я не могла найти работу по той специальности, на которой я работала до этого, и я совершенно случайно устроилась в хедж-фонды за счет того, что я знала китайский язык. У меня не было ни финансового образования, ни опыта работы в инвестиционной аналитике, никогда. Это и то, и другое было обязательным для любых других сотрудников, которые они брали на работу, но они заинтересовались мной, и они готовы меня были взять и обучить меня аналитике с нуля, просто потому что им нужен был человек, который будет читать китайскую литературу и получать данные, которые они не могли получить на английском языке в тот момент. Был 2015 год, большое количество аналитики, которую мы тогда делали по металлам и сырьевым ресурсам, не переводилось на английский язык с китайского. И да, просто за то, что я разговаривала на китайском языке, умела общаться с китайскими партнерами на их языке, и при этом была готова и замотивирована учиться, позволила им принять решение и взять меня на работу, на которую я абсолютно не подходила. Я рассказала тоже эту историю в отдельном видео, если интересно, вот переходите тоже по ссылочке. Ну и напоследок я хотела бы сказать о таком не очень приятном моменте, который иногда возникает. Это дискриминация иммигрантов по их статусу нахождения в США. И здесь есть какие-то объективные моменты, есть моменты, когда компании действительно нарушают закон. И объективными моментами является то, что, допустим, есть должности, которые требуют то, что здесь называется clearance, то есть какие-то дополнительные проверки, или export control, то есть это обычно компании, должности, которые работают на экспорт каких-то стратегически важных вещей. И вот в таком случае, скорее всего, компании не будут брать на эту работу людей, которые не являются гражданами США или не являются постоянными резидентами США. На некоторые должности берут только граждан, на какие-то должности достаточно грин-карты, но там будут еще дополнительные какие-то проверки и так далее. То есть, ну, если вы не являетесь постоянным резидентом, то на такую должность, ну, действительно не стоит подаваться, вас туда не возьмут, вы не пройдете эти проверки, и это то, что компании легально могут делать. Второй момент – это компании практически всегда, когда вы подаетесь на вакансии, спрашивают вас, ну, во-первых, имеете ли вы легальный статус нахождения в США,
а во-вторых, нужно ли вам сейчас или понадобится ли вам в будущем спонсорство визы от компании. Допустим, если вы находитесь здесь по рабочей визе, то да, вам потребуется от них спонсорство визы. Если вы здесь находитесь по грин-карте, вам не требуется от них спонсорство визы. И это, опять же, такой легальный момент, по которому компании могут отказывать. Компании не обязаны спонсировать вашу визу, и есть компании, которые это делают, а есть компании, которые этого делать для вас не будут. Но при этом, если у вас есть разрешение на работу, если вам не нужно спонсорство визы, я всегда советую людям писать это прям в резюме, прям в шапке, потому что это один из первых вопросов рекрутера. И здесь очень стандартная формулировка: fully work authorized, no visa sponsorship required, то есть полностью авторизован на работу в США, не нужно спонсорство визы. И здесь тоже возникают периодически вопросы у людей со временным статусом. Например, беженцы из Украины или беженцы из любых других стран чаще всего имеют временный статус защиты, который продляется, если в их стране небезопасно, если идет война и так далее. Дается обычно на несколько лет и продляется, но это не то же самое, что грин-карта, потому что постоянного статуса, постоянного разрешения на жизнь в этой стране у людей нет. Но в то же время эти люди имеют полную авторизацию на работу. Им не нужно спонсорство визы от работодателя. И вот тоже часто я слышу вопрос от людей, вот от украинцев в первую очередь, что, допустим, у меня там временное разрешение на 2 года, да, меня спрашивают, понадобится ли мне в будущем спонсорство моей визы от работодателя. Ну и человек говорит, что, ну, я не знаю, возможно, и понадобится. То есть через 2 года, скорее всего, этот статус продлят, но мы не можем быть уверены, да. Может быть такая ситуация, когда человеку понадобится спонсорство визы. И здесь можно и нужно, и важно отвечать, что нет, спонсорство визы вам не понадобится, потому что на данный момент у вас есть полное разрешение на работу. Тот факт, что через 2 года может что-то измениться, абсолютно не должно волновать вашего работодателя. Они принимают вас на работу сейчас, чтобы сделать предположение, что через 2 года вам понадобится спонсорство визы. Они должны сделать предположение, что вам не продлят ваш временный статус. Они не имеют легального права делать такое предположение. Сейчас у вас есть полное разрешение на работу, сейчас вам не требуется спонсорство визы, и в будущем вы можете спокойно рассчитывать, что с большой вероятностью ваш статус будет продлен. Поэтому здесь часто возникает вот такая путаница, которая, с одной стороны, связана с тем, что работодатели, особенно мелкие работодатели, часто не понимают вот этих вот тонкостей временного статуса, и, с другой стороны, люди не совсем понимают, что компании хотят от них узнать, и дают ответы, которые им идут во вред, да. Поэтому, мне кажется, очень важно объяснить, что единственное, что легально может спрашивать от вас ваш потенциальный будущий работодатель, это нужно ли вам спонсорство визы или нет на момент сейчас и в будущем, только при условии, что вы точно знаете, что ваш статус в какой-то момент закончится, вы знаете, когда он закончится, и тогда вы точно знаете, что вот в такой-то момент вам понадобится спонсорство визы. Тогда вы можете сказать, ну да, тогда вам придется говорить, что в будущем вам нужно будет спонсорство визы. Временные статусы, вы отвечаете, нет, сейчас мне не нужно спонсорство визы, и в будущем тоже не нужно будет спонсорство визы. Все равно, к сожалению, не часто, но, к сожалению, есть путаница на рынке, есть работодатели, которые все равно отказывают, не хотят, по сути, делать свою работу и вникать в детали этих временных статусов. Я писала пост в какой-то момент в Facebook, я прикреплю ссылочку, где Upwardly Global, коуч Upwardly Global давал официальный ответ. И, по сути, ее ответ был в том, что если действительно вот эта дискриминация случилась, и вы понимаете, что это было именно так, вам отказали за ваш временный статус, то есть вас не рассматривали по-человечески как других кандидатов, стоит написать на эту компанию жалобу.
потому что им, скорее всего, с первого раза ничего не сделают, но им объяснят их права и обязанности. То есть человек из департамента государственного позвонит в компанию и проведет инструктаж, по сути, их рекрутеров, чтобы такого не повторялось. Там на второй, на третий раз компания понесет штрафы или другую ответственность. В этом случае, скорее всего, конечно, работу вы не получите уже, в принципе, по факту того, что вас дискриминировали, но вы можете помочь другим потенциальным кандидатам на рынке. На этом я, наверное, на сегодня закончу. Спасибо большое, что были со мной. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если я что-то не упомянула, есть какой-то важный аспект или ваша личная история, которой вы хотели поделиться, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Я с удовольствием все читаю, с удовольствием общаюсь с людьми, отвечаю. Мне очень важна ваша обратная связь. Иногда люди мне задают вопросы, из которых появляются целые новые большие видео, то есть наталкивают меня на какие-то идеи. Поэтому спасибо большое всем, кто смотрит. Если вам нравится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам не нравится, ставьте дизлайки. И увидимся на следующих неделях. Спасибо за внимание. Пока-пока.